Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. Я очень ценю вашу поддержку. В сегодняшнем ролике разбор компании Ferrari. Взглянем на финансовый отчет по форме 10К за полный 2020 год, а также ознакомимся с квартальным отчетом за первый квартал 2021 года. Компания декларирует свой полный финансовый год в конце декабря, как мы привыкли это делать. С данным отчетом вы можете самостоятельно ознакомиться на сайте Комитета ценных бумаг. Компания публикует его один раз в год, ежегодно в феврале месяце на сайте Комитета ценных бумаг США. А кто хочет ознакомливаться с ежеквартальными отчетами, вы можете посмотреть их на официальном сайте Ferrari во вкладке «Инвесторам». Я собираюсь сделать отчет за последние 10 лет, проанализировать фактические данные и на основе этих показателей спрогнозировать будущие финансовые потоки и определить, сколько мы можем заработать, удерживая компанию в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключение, нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры к компании Ferrari и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Давайте расскажу вкратце о Ferrari. Я думаю, этот бренд всем известен и всеми узнаваемый. Информацию по данной компании я буду приводить из отчетов самой компании. Ferrari – это один из ведущих мировых брендов класса люкс, специализирующийся на дизайне, разработке, производстве и продаже самых узнаваемых в мире спортивных автомобилей класса люкс. Наш бренд специализирует эксклюзивность, инновации, современные спортивные характеристики, а также итальянское, дизайнерское и инженерное наследие. Наше имя, история и имидж, которым пользуются наши автомобили, тесно связаны с нашей гоночной командой Формула-1 Скудерия Ferrari, самой успешной командой в истории Формулы-1. Как показано на верхней диаграмме, которая представляет изменение объемов продаж Ferrari по сравнению с изменением объемов производства автомобилей класса люкс за период с 2004 по 2020 год, начиная с базового значения 100 в 2004 году. Наши объемы за последний год оказались менее стабильными, чем у наших конкурентов. Мы считаем, что это связано с нашей стратегией поддержания низких объемов продаж по сравнению со спросом, а также с большим количеством моделей в нашем ассортименте и более частым запуском продукции по сравнению с нашими конкурентами. Ferrari является лидером рынка в нескольких странах, в том числе во Франции, Италии, Швейцарии, Великобритании, США, Австралии, Японии и Южной Корее. Хотя мы отслеживаем нашу долю рынка как показатель привлекательности нашего бренда, мы не считаем, что доля рынка роскошных автомобилей особенно актуальна по сравнению с другими сегментами автомобильной промышленности. Мы не ориентируемся на долю рынка как показатель производительности. Вместо этого мы сознательно управляем нашим предложением относительно спроса, чтобы защищать и продвигать эксклюзивность нашего бренда и высокие цены. Давайте теперь посмотрим на нижние круглые диаграммы. В 2020 году объем продаж Ferrari на 22 крупнейших рынках снизились по сравнению с 2019 годом. В первую очередь из-за приостановки производства в результате пандемии COVID-19. В 2020 году мы увеличили нашу долю рынка автомобилей класса люкс до 25% по сравнению с 23% в 2019 году. В сегменте спортивных автомобилей увеличили долю рынка до 31% по сравнению с 25% в 2019 году. В сегменте GT произошло снижение доли с 19 до 17%. Компания решительно преодолела последствия пандемии COVID-19 и показала выдающиеся результаты за первый квартал 2021 года. Рекордный портфель заказов. Показатель EBITDA составил 376 миллионов евро, что на 18% больше показателя первого квартала 2020 года и на 21% больше показателя
первого квартала 2019 года. Маржинальность выросла до 37%. Компания уверена в достижении поставленных планов на 2021 год. Также она сообщает о переносе финансовых целей на 2022 год на один год позднее из-за действий, предпринятых в ответ на COVID-19. Компания сообщает о запуске полностью электрического двигателя в 2021 году. Это хорошие и оптимистичные прогнозы. Нам, как потенциальным инвесторам, важно, чтобы компания была полностью честна перед нами и открыта. Ознакомившись с отчетом, у меня полностью сложилось такое мнение. По данному слайду вы можете заметить рост показателей практически по всем направлениям, за исключением свободного денежного потока. Растет количество поставок машин, чистая прибыль, EBITDA, прибыль на акцию. На данном слайде представлены фактически достигнутые показатели по основному виду деятельности Ferrari – это гонка Формула-1. Как видно, на 2020 год сильно повлияла пандемия COVID-19. Гонки проходили без присутствия зрителей или с ограниченными возможностями. Из запланированных 22 гонок было проведено 17. Также повлияло временное закрытие магазинов и музеев Ferrari. На 2021 год поставлены высокие планы. Данный фактор обусловлен смягчением мер, связанных с COVID-19, популяризацией автоспорта и увеличением числа зрителей рекламными контрактами. Все это скажется на увеличении чистой прибыли. В свою очередь, я, как упоминал ранее, в роликах планирую посетить Гран-при Сочи, который пройдет в конце сентября. И, безусловно, буду болеть за команду Скудерии Ferrari. Если смотреть на долговую нагрузку, видно, как компания снизила долг по отношению к 2016 году, который был кратен 1,6 показателя EBITDA. В настоящее время компания держит долговую нагрузку примерно на одном уровне, комфортном для нее. Теперь посмотрим на динамический параметр роста выручки. Ежегодный рост выручки составляет практически 5%. Выручка с 2,9 миллиардов в 2012 году выросла до 4,2 миллиардов к 2020 году. Чистая прибыль у компании растет куда быстрыми темпами. Ежегодный рост чистой прибыли составляет чуть более 12%. С 300 миллионов долларов в 2012 году она выросла до 740 миллионов долларов в 2020 году. Операционная прибыль также растет быстрее выручки, и средний ежегодный рост составляет 8,5%. Прибыль на акцию также растет, ежегодный рост составляет 12%. Компания выплачивает дивиденды. Дивидендная доходность небольшая, она составляет 0,52%, но с хорошими темпами роста. Компания увеличивала их на 30% ежегодно. Компания платит их один раз в год, и в 2021 году она срезала дивидендные выплаты. Но стоит обратить внимание, что она не отказалась от выплате дивидендов полностью. Она их выплатила, что говорит нам о грамотной структуре управления. Она поддержала и инвесторов, а также не пошла в ущерб себе с точки зрения финансовой составляющей. По количеству акций, находящихся в свободном обращении, они с каждым годом уменьшаются. Компания выкупает свои акции. Это говорит нам о надежности и уверенности руководства компании в своем будущем. Среднегодовой выкуп акций составляет 0,3%. Свободный денежный поток у компании падает, но это не столь критично. Ведь операционный денежный поток у компании растет. Растут и капитальные затраты. Она расширяет линейку своих машин. В 2019 году начала выпускать лимитированную коллекцию машин к модельному ряду, основанных на истоках Ferrari. Это полностью раритетный модельный ряд, но по своему функционалу инновационные технические машины. В 2018 году она завершила строительство нового дизайн-центра Ferrari Design Center площадью более 7000 квадратных метров. В 2019 году она завершила строительство офисных и производственных помещений нового технического центра по разработке двигателей и гибридных систем. Она также приобрела землю площадью около 16 тысяч квадратных метров в соответствии со своими планами по расширению. А в 2020 году она продолжила строительство нового здания, связанного с новыми спортивными мероприятиями GT, которое будет завершено в 2021 году. Компания также приобрела землю в Маранелло площадью около 64 тысяч квадратных метров для использования в будущем. То есть компания активно инвестирует и расширяет свой бизнес, что в конечном итоге даст положительный денежный поток. Также стоит отметить, что в планах у компании запустить линейку машин, работающих полностью на электрическом двигателе в 2025 году. Данный фактор также окажет
положительное влияние на будущем компании. Рентабельность активов, собственного капитала и инвестиций увеличиваются, и в настоящее время они находятся на достаточно высоком уровне. Чистая маржинальность бизнеса также подрастает. С 10% в 2012 году она выросла до практически 18% к 2020 году. Покрытие процентов по платежам операционной прибылью также находится на достаточно высоком уровне, то есть долговая нагрузка для нее не столь существенна. Как было упомянуто ранее, долговая нагрузка у компании больше единицы, то есть больше собственного капитала, но для компании этот долг комфортен. По диаграмме видно, как она с каждым годом уменьшает свою долговую нагрузку. Активы и обязательства у компании растут. Активы в среднем подрастают на 13%, обязательства растут в среднем на 6%. Рост активов опережает рост обязательств. По итогу мы видим рост акционерного капитала. Довольно существенное увеличение на 50% ежегодно. Это впечатляющий показатель. Теперь давайте перейдем на прогнозную стоимость акций и определим для себя потенциал компании, основываясь на прошлых показателях и прогнозах компании на будущий период. Проведем анализ фактически достигнутых показателей и сделаем свою оценку роста акций к 2030 году на основе показателя EBITDA. EBITDA – это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Для начала мы посмотрим на исторические значения EBITDA за последние 10 лет и выясним, сколько составляет средний рост EBITDA. Итак, EBITDA вырос с 2012 года с 871 миллиона до 1 миллиарда 391 миллионов в 2020 году, что составляет ежегодный рост порядка 8%. В правой таблице я взял фактические показатели EBITDA и спрогнозировал их до 2030 года. Вы можете увидеть, как я держал рост EBITDA 8% до 2025 года, далее увеличил данный параметр до 10%, что вполне реально. Если компания осуществит свои планы по запуску машин на электродвигателе, это, мне кажется, способствует увеличению денежных потоков. Далее, с 2027 года я планомерно снижал данный параметр до 7% и применил достаточно консервативную стратегию. Среднее значение стоимости компании Enterprise Value к EBITDA я взял 25, так как это исторический средний показатель. В этом отношении я также применил консервативную стратегию, ведь чем больше будет данное значение, тем выше будет стоимость акции. Рассчитав долговую нагрузку и легкореализуемые рыночные ценные бумаги, я получил капитализацию почти 73 миллиарда. Количество акций в обращении я рассчитал. Если компания будет дальше выкупать свои акции в среднем на 0,5% акций в год, вы можете увидеть, сколько будет стоить акция к 2030 году. Прогноз стоимости составляет $415. Теперь давайте спрогнозируем стоимость акций на будущие 10 лет на основе свободного денежного потока. Для этого нам нужно знать, какое количество акций было в обращении и стоимость одной акции на момент закрытия финансового года. Итак, среднегодовой рост свободного денежного потока составляет 31%. Данная цифра является средним значением с 2017 года. Компания с конца 2015 года вышла на IPO, и ее акции стали торговаться на бирже. Если бы я взял промежуток с 2016 года, то этот средний показатель роста свободного денежного потока составил бы более 100%. Поэтому я взял с 2017 года и для последующего расчета снизил его до 15%, придерживаясь консервативной стратегии для будущего. На момент закрытия финансового года в 2020 году свободный денежный поток на одну акцию составлял $5,3. В правой таблице вы можете увидеть, как я спрогнозировал стоимость акций на основе свободного денежного потока. Видно, как я уменьшил рост свободного денежного потока с 15% до 6%, ежегодно уменьшая его. Отношение свободного денежного потока взял 2,5%. Это среднее значение между 2016 и 2020 годом. Итак, по итогу мы видим, что цена акции к 2030 году будет составлять порядка $576. Давайте получим прогнозную стоимость акции на основе EBITDA и свободного денежного потока. Возьмем по 50% от цены каждого параметра и получим среднюю цену $496. А теперь рассчитаем внутреннюю норму доходности. Она составляет практически 15%. Это хороший показатель.
прирост инвестиций составит $295. Давайте теперь смоделируем потенциальную доходность. Покупая акцию при текущих отметках, вы получаете доходность практически 14,6%. Это выше среднегодовой доходности индекса S&P 500. Чем выше будет стоимость акции, тем меньшую доходность на горизонте 10 лет вы получаете. Вы можете заметить это по этой таблице. Даже покупая акцию по $266, вы получаете двухзначную доходность, но она не кажется столь привлекательной. И чем дешевле вы покупаете акцию, тем больше доходность вы получаете. Теперь давайте подведем итог по 5 параметрам, по которым мы делаем оценку компании для инвестиций. Итак, как вы видите, компания соответствует по всем 5 ключевым показателям. У нее растет выручка, растет чистая прибыль, у нее стабильный денежный поток, у компании долг ниже трехкратного значения EBITDA, и в настоящее время ее можно купить по достаточно привлекательной цене, так как потенциальная доходность на горизонте 10 лет будет составлять практически 15%. Также хочу отметить, что в настоящее время акции компании находятся в небольшой коррекции, и по ней появляются хорошие точки входа на долгосрочную перспективу. Данную компанию я держу в своем портфеле по долгосрочной стратегии. Итак, друзья, если вам было полезное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, разбор какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах, а также не забывайте подписываться на мой канал. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжим искать недооцененные компании. Всем пока!